Никто не ожидал, что Чингук выйдет в прямой эфир той ночью, но в тот момент, когда появилось уведомление, ARMY бросились к экранам. В комнате было тихо, тепло и мягко освещено, и Чингук стоял на кухне с застенчивой улыбкой. Он прошептал: «Сегодня вечером я готовлю что-то особенное». И эта единственная фраза повергла фандом в хаос. Он медленно, почти драматично завязал свой фартук, как будто готовился к секретной миссии, которую понимал только он. Каждое движение казалось намеренным и осторожным. Его глаза искрились от смеси нервозности и волнения. ARMY молча наблюдали, ожидая раскрытия. Но Чингук лишь усмехнулся и сказал: «Сами увидите». Ингредиенты были аккуратно разложены на столе. Каждый из них выбран с удивительным вниманием к деталям. Он проверил рецепт один раз, затем дважды, бормоча что-то о том, чтобы сделать его идеальным. Серьезность заставила ARMY непрерывно хихикать. Но вопрос все еще витал в воздухе: идеальным для кого? Пока Чингук нарезал овощи, он тихо напевал мелодию, которую ARMY мгновенно узнали как любимую песню Тэхёна. Чат взорвался теориями на всех языках, но Чингук оставался восхитительно молчаливым. Он просто продолжал готовить с нежной сосредоточенностью, как будто блюдо несло на себе тяжесть чего-то личного. Кастрюля кипела и наполняла комнату теплом, и Чингук наклонился над ней с нежными глазами. Он прошептал, почти слишком тихо, чтобы услышать: «Надеюсь, ему это понравится». ARMY замерли, перематывая момент снова и снова. Это было первое настоящее подтверждение. Это блюдо предназначалось кому-то конкретному. Затем произошел поворот, от которого все закричали. Чингук достал маленькую рукописную карточку, осторожно положив ее рядом с готовым блюдом. Камера увеличила изображение ровно настолько, чтобы прочитать: «Для Тэхёна, приготовлено с заботой». ARMY коллективно забыли, как дышать. Как раз когда фанаты подумали, что слаще уже не может быть, раздался стук из-за кадра. Чингук поднял глаза, вздрогнув, но улыбаясь, как будто это было именно то время, на которое он надеялся. Он поспешно скрылся за кадром на мгновение. Его сердце явно бешено колотилось. ARMY были в секундах от эмоционального коллапса. Экран слегка затрясся, когда Чингук вернулся, но на этот раз он был не один. Знакомый низкий голос вошел в комнату: «Это правда для меня». Тэхён вошел в кадр, выглядя нежно и тронуто. ARMY немедленно впали в глобальное помешательство. Тэхён наклонился над блюдом с неподдельным трепетом. Его глаза сияли, когда он вдыхал аромат. Чингук нервно засмеялся из-за его спины, его руки теребили, как будто ожидая вердикта. Тэхён без колебаний взял ложку. Весь мир затаил дыхание. После первого укуса Тэхён замер. Затем он медленно повернулся к Чингуку. Выражение его лица расплылось в самую теплую улыбку. «Это действительно вкусно», — мягко сказал он. Лицо Чингука мгновенно покраснело. Сердца ARMY коллективно растаяли. Тэхён подошел ближе к Чингуку, положив нежную руку ему на плечо. «Ты сделал это только для меня?» — спросил он. Чингук застенчиво кивнул, как ребенок, пойманный за чем-то милым. Воздух стал интимным, искренним, сердечным. Чат взорвался в непоправимом хаосе. Они сели вместе в кадре, деля еду, смеясь над маленькими шутками, которые, казалось, понимали только они. Чингук продолжал наблюдать за тем, как ест Тэхён, как будто каждая реакция имела для него значение. Тэхён продолжал хвалить вкус, и каждая похвала заставляла Чингука улыбаться шире. Атмосфера становилась мягче с каждым общим взглядом, как будто они забыли, что миллионы людей смотрят. Чингук продолжал поправлять тарелку Тэхёна, убеждаясь, что у него всего достаточно. Тэхён дразнил его: «Ты снова меня балуешь». И Чингук только улыбался.
может быть. ARMY не могли поверить, как естественно они выглядели вместе, как будто это был не прямой эфир, а тихий вечер дома. Тэхён положил локоть на стол, расслабленный, наблюдая, как Чингук рассказывает о рецепте. Привязанность в его глазах было невозможно скрыть. Каждый момент ощущался кинематографично. Затем Чингук признался, что практиковал это блюдо в течение нескольких дней, пробуя разные версии, пока оно не стало идеальным. Выражение лица Тэхёна мгновенно смягчилось, глаза расширились от неожиданной преданности. «Ты правда так усердно работал? Для меня?» Чингук снова кивнул, его щеки порозовели. Тэхён внезапно закрыл лицо руками, драматично притворяясь, что он ошеломлен. Чингук разразился громким, радостным смехом, который мгновенно осветил комнату. ARMY объявили это лучшим прямым эфиром года. Энергия между ними была непринужденной. Когда Тэхён пришел в себя, он подошел ближе, вторгаясь в личное пространство Чингука. Теплым, низким тоном он сказал «Спасибо». Чингук замер на секунду, затем мягко улыбнулся. Их плечи соприкоснулись, отправив чат в хаос. Это было интимно так, как не могли описать слова. Они начали говорить о воспоминаниях о прошлых приемах пищи, смеясь над кухонными катастрофами, которые они однажды пережили. Тэхён вспомнил, как Чингук сжег тост, в то время как Чингук напомнил ему об испорченном блине. Их смех эхом разносился по комнате прямого эфира. Фанаты чувствовали, что они являются свидетелями истории. Затем Тэхён потянулся за второй порцией, настаивая, что хочет еще еды, приготовленной Чингуком. Чингук пытался выглядеть спокойным, но потерпел неудачу, краснея от неожиданного энтузиазма. ARMY непрерывно спамили эмодзи сердечек. Тепло между ними ощущалось почти сказочным. По мере того, как трапеза продолжалась, Чингук осмелел. Он начал игриво кормить Тэхёна маленькими кусочками, смеясь, когда Тэхён слишком драматично открывал рот. Тэхён внезапно ответил, покормив его в ответ. Чингук чуть не поперхнулся от неожиданности. Чат потерял всякий рассудок. Игривый хаос не прекратился. Тэхён вытер соус с губы Чингука. Момент настолько неожиданный, что чат взорвался мгновенно. Чингук замер, как статуя, на 2 секунды, затем разразился застенчивым смехом. ARMY провозгласили это самой нежной атакой в истории. Даже после еды Тэхён оставался в кадре, удобно прислонившись к плечу Чингука. Они вместе просматривали комментарии, улыбаясь. «Ты в трендах», — указал Тэхён с усмешкой. Чингук застенчиво застонал, закрывая лицо. Все в них ощущалось тепло и искренне. Тэхён поблагодарил ARMY за поддержку Чингука, сказав, что его готовка была, честно говоря, впечатляющей. Чингук протестовал против комплимента, смущенный, но Тэхён был непоколебим с гордой улыбкой. «Это талант», — настаивал он. ARMY немедленно сохранили этот момент. По мере того, как прямой эфир приближался к концу, они задержались, как будто никто из них не хотел уходить. Чингук упаковал небольшой контейнер остатков, вложив его в руки Тэхёна. «Возьми это домой», — мягко сказал он. Тэхён кивнул с теплой улыбкой. Прежде чем попрощаться, Тэхён наклонился ближе, прошептав достаточно громко, чтобы микрофон уловил: «В следующий раз я приготовлю для тебя». Улыбка Чингука стала невероятно широкой. ARMY мгновенно растаяли по всему миру. Это был идеальный, трогательный финал. Тэхён пошел к двери, но снова обернулся, как будто вспомнил что-то важное в последнюю секунду. Он мягко, почти застенчиво помахал Чингуку, что заставило ARMY коллективно потерять самообладание. Чингук помахал в ответ с теплой улыбкой, такой, которая задержалась даже после того, как Тэхён вышел из кадра. Когда дверь наконец закрылась, Чингук глубоко выдохнул,
прислонившись к столу с раскрасневшимися щеками. Он выглядел искренне счастливым, почти сияющим от гордости. Эйар и Муай поняли, что этот момент что-то значил для него. Он уставился на еду, которую они разделили, мягко улыбаясь, как будто прокручивая весь вечер в уме. Затем Чингук вернулся к камере, застенчиво смеясь, говоря, что не ожидал, что Тэхён так зайдет. Он поблагодарил Эйар и Муай за то, что они остались с ними, за то, что праздновали маленькие, но значимые моменты. Его голос звучал тепло, благодарно, почти эмоционально. Это ощущалось как редкий, драгоценный проблеск искренности. Прежде чем закончить эфир, Чингук поправил камеру, наклонившись немного ближе, чем обычно. Он снова поблагодарил всех за поддержку их обоих, сказав, что этот вечер показался особенно особенным, благодаря Эйар и Муай. Его улыбка стала мягкой, почти ностальгической. Это был тот момент, который фанаты будут пересматривать бесконечно. Когда трансляция подошла к последним секундам, Чингук прошептал: «В следующий раз я приготовлю что-то еще лучше, так что не пропустите». Затем он продемонстрировал эту безошибочную застенчивую ухмылку, ту, что мгновенно растапливает весь фандом. Экран погас с теплом, смехом и нежными воспоминаниями. Идеальное завершение момента, прямо как из дорамы. Если вы думаете, что момент Чингука и Тэхёна был слишком милым, чтобы его пропустить, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Мы продолжим освещать особенные моменты, скрытые взаимодействия и полную историю, которую вы не должны пропустить. Подписывайтесь и активируйте колокольчик. Так вы всегда будете первыми, кто узнает, что будет дальше.